Погода отвратительная. Дождь, целый день дождь. Но у меня отпуск. И Фломарт будет в этом отпуске только в воскресенье. И сегодня воскресенье. У меня неделя осталась отпуска. Поэтому возможность на Фломарт у меня есть либо сегодня, либо следующее воскресенье. Но следующее воскресенье это вряд ли, потому что это будет прямо перед работой. В понедельник выходить на работу. Такой себе вариантик. Вроде бы как надо ехать сегодня. Но погода, просто дождь. Надо понимать, что еду я за виниловыми пластинками. 40 километров в одну сторону. Я еду по этому пути 41 километр. Не факт, что вообще будут пластинки в такую погоду, понимаете, о чем я? То есть это мой завтрак сейчас 8 утра, я еще не завтракал, и надо бы позавтракать перед поездкой такой 80 километров, тем более с непривычки. Я опять сделал паузу длительную. В общем, это будет авантюра. Скорее всего, там никого не будет. А если и будет, то не будет пластинок. Ну что, я съезжу. Я бы и так съездил. В общем, погнали. Привет, друзья! Ну что, бастливаю себе углеводные бомбочки и выдвигаюсь на Фломарт, на блошиный рынок за виниловыми пластинками. Вот такая вот стопка. Капец, запутался я с ног до головы. Надел водонепроницаемые штаны. Куртка, по идее, тоже не настолько водонепроницаемая. Тут у меня наушники под капюшоном. В общем, на улице просто ливень. Вот так, чтобы прямо в ливень выезжать, такого давненько не было. Если сказать, вообще не было. 80 километров ехать в такую погоду, я даже не знаю. Наверное, поеду, попробую что-то полдня мукнуть. Не очень хочется. Короче, не знаю, что это будет. Ну, выехал я. На улицах вообще никого. Сегодня воскресенье, завтра праздник. Не спрашивайте меня какой. Я что-то потерялся в этих праздниках. Поеду сейчас сниму денежек со счета. Да, дождь идет. Я вон ношу ее на своей. Одел такую защиту, еще ни разу не пользовался. Потом вам покажу. В общем, проверю, насколько я в водонепроникаем. Чтоб я не ухайдокал. Наушники, в принципе, телефон. Дождем. Все остальное не страшно. Короче, полтинник, бюджет максимум. Бюджет максимум. Давай в кулечек конту, деньги и телефон. Прячу это все в рюкзак, потому что рюкзак у меня вообще никак не защищен. И он капец сейчас промокнет насквозь. Для пластинок я взял тоже кулек внутри. Если куплю пластинки, то положу их в кулек. Ну что ж, погнали. Это, конечно, безумие чистой воды. Во-первых, слишком далеко. Это самый крайний Фломарт. На самом другом конце Ростока. И туда-обратно 80-85 километров. В такую погоду. Ну, с другой стороны, это же не зима. Ну, короче, маккайн шпас. Тот, кто русскоязычный меня смотрит, сразу говорю, кайншпас это не доставляет удовольствия. Просто это уже настолько въевшаяся немецкая фраза, что уже аналог на русском просто забыл. Одно из немногих воскресений, когда я могу поехать за пластинками. И если вот нету времени ждать у погоды, хорошей погоды, потому что здесь этого может вообще не быть, приходится ехать
в дождь на фомар за пластинками. Казалось бы, что может быть страннее? Губка шумоподавления совсем не промокла насквозь на камере. Хотя я подозреваю, что уже промокла. Я быстренько расскажу, как мы сгоняли в Баден-Баден. Это было феерично, друзья. Баден-Баден, 830 километров до него от нас. Мы такие во вторник рано утром, в 5:30 утра выехали. Ехали 9 часов туда. Вообще как-то на изи, хотя толком не спали. Перевозбудились накануне, пока собирались вещи. Собирали вещи такие. Все, в 4 утра встаем, выезжаем. В общем, это вся суматоха с собираниями и долгой ездой. Мы такие какие-то не могли толком спать, что-то ворочались всю ночь. Как зомби вдвоем выехали с утра. Ну пофиг, доехали. Нормально, за 9 часов. Я вообще всю дорогу туда один ехал. Ну, то есть это говорит, что было нормально. Потому что когда я уже совсем капут, я уже Иру прошу, чтобы она ехала в спокойных местах. Заселились в номер. Такой фешенебельный 5-звездочный отель в самом центре Баден-Бадена. Просто центрее уже не бывает. Прямо возле казино. Вот самый-самый. Номер такой чистенький, уютненький, огромная кровать с огромными такими матрасами. Матрасы просто бомба. Вот 1000 раз лучше, чем круче, чем у нас дома. Охереть они дорогие удовольствия, это да. Мы наши матрасы, по-моему, по 200 евро каждый покупали. И это типа уже там с претензией. А эти, я не знаю, наверное, каждый по штуке стоит. В общем, спать на такой кровати я как младенец спал. Хотя в отелях не очень-то сплю обычно. Все, мы заселились, чекинили и сразу погнали в город. Сразу же. Я буду протирать камеру периодически. Составили накануне в чате GPT план на 3 дня, на 4, на 3 полных и 4 неполных. И пошли сразу же. То есть 9 часов проехали. Почти не спали, пофигу. Что-то посидели в номере там пару минут и погнали. Стаптывать ноги. Я уже не помню, что мы там в первый день. В общем, первый день мы, скорее всего, просто по городу лазили. Второй день мы прошли в Розариум. Вообще людей практически никого. Это удивительно. Потому что это курорт не просто немецкий популярный, а как бы общеевропейский. Но сейчас там не сезон, потому что этот курорт основан на термоводах, на теплых водах, которые люди едут погреться, и, как правило, такие зимой, холодное время. Хотя здесь и летом можно греться смело. Потому что мы приехали, погода была такая себе, но благом застали и солнце, и все было, и дожди, но в целом нормально. Могло быть хуже, вот как сейчас второй день у нас льет дождь. Все, в следующий день проснулись. В сауну еще мы вечером пошли в отеле сауна просто шикарно. Это тот случай, там бассейн такой, и все такое под Древний Рим. Ну, под Римскую империю заточено весь интерьер. Сауны, бассейна, всего этого спа отдела. Такой бассейн, такой подсветка, колонны, все так красиво. И мы когда вообще вот уже что-то вообще очень хорошо, мы прямо вслух начинаем благодарить Всевышнего, что вот у нас есть такая возможность вообще. Ты когда в сауне попарился, в бассейн этот нырнул, людей никого, мы вдвоем, там кто-то был, потом он ушел, в целом мы только вдвоем. И мы такие ныряем в этот бассейн, такие: Господи, спасибо. Так всегда делаю. Это такая губка, одевающаяся, чехольчик из губки, одевающийся на камеру, он промок насквозь. И, скорее всего, звук будет как из ведра. Надеюсь, меня будет слышно вообще.
В общем, мы попарились весь вечер. Потом утром проснулись опухшие, как шарпеи такие. Потому что ты паришься, воду теряешь. Там сауны тоже. В отеле 3-4 вида разных саун. Майн год, я такого не видел еще, чтобы в отелях такое разнообразие было, такое качество. И утром мы встаем, значит, на завтрак, я такой одеваю свои спортивные штаны. Ира такая: ты чё? 5-звездочный отель, с ума сошел? Я такой: да, ну ладно. Одеваю свои джинсы, которым тоже уже давно пора освежить. Приходим, вот там все в пиджаках. При параде, все деловые люди какие-то. Если пенсионеры, тоже такие прикосанные, видно, что при бабле. Ну и в то же время, я вам скажу, много ауслендеров. Много было иностранцев в отеле. Были русские, женщина с девушкой, наверное, мать с дочкой. Такие себе, не прямо тебе. Ну, по людям видно, как правило, их достаток. Ну, как бы мы не самые такие были, там же. Ира всегда старается презентабельно выглядеть. Я, как лошара, в чем попал, как правило. Ну, короче. А я ж такой взял камеру с собой, телефон. Я же люблю это все снимать. Что ели, чем кормили. Какой там фиг. Мне стыдно было камеру достать, потому что вокруг сидели люди такого, блин, качества как-то неправильно к людям, будем сказать. В общем, все было чопорно довольно-таки. Ну окей. Фрühstück, завтрак, ну как обычно, как во всех отелях. Может, чуть-чуть больше разнообразия. Ну, в целом, такой же, как везде. Но персонал, это надо было видеть. Вот такого я еще реально не видел. То есть они, как правило, ты фрühstück на завтрак пришел в отель и сам себе набираешь, что хочешь, сколько хочешь. Здесь они тебе не дают даже встать. Такие кофе. Я такой: да я пойду сейчас сам себе наберу. Не-не, mein Herr. И вот так вот на английском они: сэр, mein Herrenschaft, как-то что-то в этом роде, мои господа, что-то вот так вот обращалась к нам официантка. Я принесу. Какое вы будете? Я: окей, кафе, кремы. И, короче, я смотрю, а все, они как бы прислуживают всем вокруг, вот прямо по полной программе. Это люди уже в возрасте, официанты, официантки. Не молодые. Ну, вышкаленные, осанка, одеты безупречно. Все безупречно, ровненько, чисто на столах. И прямо я смотрю, как бы я этим не злоупотреблял, только кофе просил там. Не просил даже. Ну, последние дни я уже обнаглел и такой: ладно, тащите. Что он вытворяет вон? Паркуется или что с ним не так? А другим я смотрел, они и подсаливали там, приносили соль, и носили им еду. И потом кофе, там какие-то араб был, и ребенок араб, и с ним баб, женщин, девушек, там штук 8, наверное. Они за большим таким столом сидели. Не знаю, это его все, но все они очень молодые. И ребенок маленький, младенец. И они прямо вот они прямо не стеснялись использовать в полный рост. Они там все таскали, подсаливали. И в конце еще, я такого еще не видел, кофе to go каждому она принесла. То есть стаканчик кофе с крышечкой, понимаете, с собой, да? То есть ты на фрühstüке, казалось бы, на завтраке, какой to go, куда с собой? Сиди, кушай, пей. Не, они еще таки в конце им каждому принесла. В общем, я персонала такого не видел. Это было бесподобно. Ты как тарелочку покушал, они тут же подбегают. Ну, немножко назойливо. Я такое не люблю, когда тебе без конца спрашивают, все ли у тебя в порядке, все ли у вас есть, все ли вам нравится, все ли вам вкусно.
принести ли вам еще что-либо. Я такое, конечно, не сильно люблю. Ну, потом ты такой в эту игру втягиваешься, пятизвездочную и такой. Я уже на следующие дни чуть попараднее оделся в белую футболочку. Темный низ, белый верх. Ну, такой, да, принесите, да, спасибо, пожалуйста. Очень это все на высшем уровне, знаете, так вот вежливо, но без лебезятничества. То есть это вот они как будто не знают себе цену, такая дорогая прислуга вот. Не знаю, насколько употребимо это слово в наше время, но выглядит это так, выглядело. Ну, офигенный опыт, конечно, и в таких отелях. Мы с Русей как бы часто в этих всяких отелях тусим по разным городам. Ну вот прямо такого вот, чтобы Баден-Баден, самое сердце развлекалого европейского уровня. Этот отель был в самом центре, самый такой пятизвездочный, максимально пятизвездочный. В таком мы еще не были. И потом мы уже каждый день по плану чата GPT, он тоже, блин, такой бездушная машина явно, накидал нам там всяких мест для посещений, ресторанов не есть. Забегая вперед, скажу, что мы в таких вот путешествиях, мини-путешествиях и больших путешествиях, как правило, по ресторанам не шляемся и на еду как бы деньги тратим минимально. Таримся в обычных дискаунт-магазинах, в обычных супермаркетах. Еще, если мы едем на 3 дня, то мы еще накануне дома затариваем еды. Там приезжаем, забиваем, выкидываем оттуда всю воду, пиво и все, что там есть в холодильнике, в баре. Потому что это все мега космических денег стоит. И туда все пакуем свою еду. И, собственно говоря, благополучно ее потом по вечерам едим. То есть мы утром завтракаем в отеле, потом шляемся целый день. Ну, вечером, ну, разумеется, что мы едим в городе или где мы там лазим. Ну, а вечером уже так перекусить чисто. Ира вообще вечерами не ест нифига. А я, если мне жор нападает, я, конечно, могу все запасы за один присест, за один вечер сожрать. Ну, вот так вот, как правило, происходит. И этот чат GPT там накидал ресторанов всяких там, попробуйте тут это, а там то. И он еще цены какие-то 10-летней давности пишет, как правило. Средний чек, ну, 25 евро. Ага, блядь, там придешь, там будет 125. В шествиях мы, как правило, деньги на унитаз не тратим. То есть в этом плане мы с немцами полная противоположность. Немцам главное это какой-то праздник желудка. Они начинают все пробовать. Есть в ресторанах, там просто вот на рестораны вообще денег не жалеют. Мы, как правило, питаемся впечатлениями. И плотно едим там либо в дёнерных, либо в имбисах, либо у Азия Бистро, либо у китайцев. Ну, либо там кухонный кафе перекусить вот так вот. В общем, по ресторанам мы не шляемся. Иногда мы ходим в ресторан при отеле. И то не всегда. В этот раз не ходили. Потому что немножечко была шпар-программа. Ну вот, на следующий день мы пошли в Розариум там по месту. Розариум оказался. Это вообще перед этим, когда мы собирались, я говорю, Ира, надо в чате GPT составить план действий. Ой, что там составлять? Главное, Розариум. Я хочу в Розариум. Ну, что вам сказать, того Розариума? Ну, вот метров 50 на 20. Вот такой вот прямоугольничек с посаженными там 1000 видов роз. Спору нету. Красиво, супер, класс. Ну, блин, ну розы и розы. Ну, пускай их 1000 будет, ну, пускай их 1 000 000 будет. Но они все равно розы, ну, что ты с ними? Ну, понюхал, пофотографировался. Короче, вход, по-моему, по евро или по 2 стоил. По 2, по-моему, да. 2 евро с человека. Нифига себе, ливень, блин, просто еще больше. Так я пока сухо себя чувствую. Единственное, что рюкзак промокает насквозь и козырек от кепки. Дождик пуще прежнего пошел. В общем, Розариум был. Если бы мы только по игренному плану, мы посетили Розариум и потом бы начинали бы там шляться без этого,
без цели. И это бестолково. Потом бы начали брать эти аусфюринги, то есть экскурсии, платить за них кучу денег. А городишко маленький, там даже нету этих экскурсионных городских автобусов. В общем, был бы хаос и бессмыслица. А так, чат GPT нам накидал там ресторанов, мы как бы отмели. Ну и остались там всякие типа достопримечательности. Следующий, по-моему, он нас повел этот Альте Шлёс, старый замок. Блин, в гору. Мы давай туда переться пешком. Идем с одной стороны, не можем найти с другой стороны. В конце концов нашли заброшенное здание. Там оно не реновировалось никак, стоит там уже 2 век заброшенное, заколоченное, на окнах решетки, смотреть нечего. Но в процессе, пока все это ищешь, ты как бы все равно ходишь по городу, все это видишь, ну прикольно все равно. Вчера приехали, я уже толком не помню, что было. Короче, пошли мы к этому шлёсу. По дороге ты ходишь, фотографируешь город, там заходишь в магазины какие-то, там глазеешь вот на все это великолепие. Там в центре города шикарный центр города, архитектура, все вот это вообще вот мега супер красиво. И людей немного, вот что было прикольно, что туристов практически не было, не сезон, как я выяснил. И очень много русской речи. Мы по Германии как бы катаемся, и столько русской речи я не слышал. Мы не слышали нигде. Очень много русской речи. Вот реально каждый второй говорит по-русски. Это удивительно. Сколько там нашего брата. Что интересно, из ауслендеров, из иностранцев только нашего брата. Я не расист, абсолютно толерантно ко всем, просто констатирую факт. Там типа негров, азиатов каких-то очень мало было, максимально мало. А русских максимально много. Но я не об этом. Что там дальше? Опять мы пошли вечером. Нет. Потом мы пошли... Блин, я уже не помню. Короче, потом мы еще зашли в термальные воды. Там такой огромный аквапарк, как бы. Ну, это даже не аквапарк. Аквапарк — это горки, все такое. А тут как бы термободы. Или как Короче, контора. Огромнейшее здание. Я забыл, как называется. Термо. И там вот эти все бассейны термо с горячей водой такой, с горячей водой такой. Разные температуры, разные там массажные, эти бурлящие потоки воды. Там можно типа всякие вибирайки зоны там. На улице, внутри ты можешь на улице в таком бассейне плавать. Там вода 38 градусов, например, очень теплая. На улице свежо. Вечер, подсветка такая, то есть, а ты плаваешь на улице в теплой воде, как бы люди за этим туда едут. И потом там огромный, ну не самый большой, который мы видели, отдел саун, там, как это называлось, в общем, раздел саун на 2-м этаже там, или на 3-м. Там мы пошли, пополнили копилочку шизиков, саунных шизиков, потому что всегда в сауне найдется какой-то неадекват, которым будет пополнять нашу копилку он их. Тут были, короче, следующие персонажи. В первой сауне, там очень горячая, прямо на дровах сауна была. Ну, при нас заходил чувак из персонала, подкидывал дровишек, 95 градусов, очень сухая. Вот так она была реально жесткая. Такой жесткой я тоже не видел еще. И чувак какой-то там на этих лагах йогой просто. В каких позах он там только не занимался на этой йогой. Надо понимать, что как бы в сауне вообще этого делать нельзя. То есть там надо максимально сердцебиение, как бы лишних движений не предпринимать, чтобы и так не поднимать без того повышенное давление и учащенное сердцебиение. Если ты начинаешь еще там какой-то спорт делать 95 градусов, то это, блин, и инсульт можно схлопотать, и инфаркт, я не знаю, все, что хочешь. Он молодой чувак, конечно,
и какие-то там асаны. И выгибался, надо понимать, все голые. И так, и сяк, бляха-муха. Окей, пошли мы в следующую. Я как с одной сразу в другую, там какая-то... Они все такие еще по улице надо идти, ну, в этом всем заведении, только это все на улице находятся, эти сауны. Там в одну надо и проходить, в другую. Не понимаю, записываю я или нет, да. А во вторую я там вальд сауна, типа лесная сауна. Я зашел туда, Ира такая, не, надо паузу. Я такой сам туда захожу. Кромешная темнота. И стоит чувак такой вот в полный рост. Обычно же там все сидят. Надо понимать, что все голые. Вот он стоит в полный рост. Руки в боки и стоит. Я такой, не понял. А мы вдвоем. Он стоит, и я сел такой. Я такой поздоровался. И сел. А там полумрак такой. И стоит это, блядь, привидение. Вот это вот, блин. Ну, то есть ты пришел попариться, ты сидишь как нормальный человек, а тут какой-то статуя, изваяние сидит, еще такой полумрак, и такой как вот, как привидение, реально. Ну, блин, неприятное ощущение какое-то такое. Не то, чтобы он прямо возле меня, но сам факт. В общем, чудики во всех саунах есть. И еще отдельная статья, эти кавказцы вот какие-то, или сирийцы, ну, короче, арабы. Тоже отдельная история. Эти всегда, ну, вообще тоже ничего против. Но тут было парочку, и такое часто происходит, которые ходят с видом Бэтменов просто. С таким видом на лице какой-то даже не злости и ненависти, блядь. Как будто они вас всех... Там двое было молодых пацанов. И Ира такая, я их боюсь. У них с каменным лицом. Они только что где-то поотжимались. То есть, как правило, это они занимаются каким-то спортом. И им надо это показать обязательно, что они пиздец какие страшные, опасные спортсмены, сильные. Ой, эти клоуны тоже меня с ума сводят. И вот они всю дорогу, где мы с ними пересекались, это всегда вот это каменное выражение лица. Это типа, бля, эти несчастные, широчайшие. И что там еще у них там напухло, когда они сегодня отжимались прямо перед сауной. Они их максимально как-то пумповают, чтобы максимально шире и страшнее оказаться. А от этого мне смешнее и веселее почему-то только становится от таких персонажей. Один вечер мы провели вот в этом комплексе. 25 евро с человека. И там какая-то акция была. 25 евро за 2 часа. У них акция была. Еще плюс час в подарок. Но мы уже третий час там уже не досидели. Мы как раз пришли в 7 вечера и до 10 вечера. До 10 они закрываются. Мы уже там без 20. Уже Ира меня утащила, а я уже там по всем парилкам, по всем этим бассейнам. У нее уже не было сил, надо понимать, что это все на фоне сначала недосыпа, потом долгой дороги, потом очень длительных пеших прогулок. А там еще город весь в горах, на горах. И все это всегда вверх-вниз, вверх-вниз, больше вверх, чем вниз. И мы там по 10 километров в день. В общем, состояние у нас было так себе. Мы просто заходили в отель и ввалились без сил. Засыпали просто за секунду. Повторюсь, я вообще не расист и толерантно отношусь ко всем. У нас, да скажу больше, у меня на работе лучшие мои друзья это сирийцы. И с Ирака чувак, с Ирана был, это мои лучшие кореша, я их просто обожаю. И даже больше у меня с ними контакты, чем с нашими русаками. Ну и короче, это мы попались, потом на следующий день мы поехали на самую, это все по плану этого чата GPT. На следующий день мы поперлись на самую высшую точку. На самую высшую точку в округе. 648 метров. Понимаете, почти километр. И сейчас GPT, он мне нам все с координатами все подогнал. План действий. И мы по этим координатам типа до места 5 километров. Ну, пошли.
А дождь начался, мы идем под дождем. В гору, всегда в гору. Это уже второй или третий день какой-то. Ну уже капут просто, мокрые. Конца и края этому нету, этим улицам в гору. И, короче, оказалось, что ChatGPT нам выдал координаты просто до самой верхней точки. И там уже надо было, скорее всего, пробираться через Шварцвальд. Надо понимать, что это чисто из джунглей. Вообще нереально. Мы потом в Google Maps забили. Нашли таки этот фуникулер. Вообще шикарный. Этот Bergwagen. Или как он называется. В общем, такой лифт. Вагончик такой, трамвайчик такой. Бергбан. На гору. А вообще никого. Были две бабы англичанки, которые меня задалбывали своим английским, тоже такие беспардонные. Я когда на русском, я стараюсь как-то негромко разговаривать. А мы же, мы же по-английски туратурят без конца. Думаю, господи, вы с Англии своей прилетели, приехали сюда, вы еще не наболтались. У них рот просто не закрывался ни на секунду. Мы с ними ехали в этом вагончике, потом в ресторанчике сидели, они напротив сидели. Не на секунду, я такого не видел. Мне кажется, нужно время, чтобы что-то подумать, придумать новую историю. А какие-то две трындычихи, как с пулемета. Думаю, ни хрена себе. Ну, то есть они же не только что встретились, они приехали со своей Англии сюда, прилетели. Они явно были знакомы там, всю дорогу еще летели. Хотя, конечно, не могли здесь познакомиться, но вряд ли. Ну и не важно. Такой этот трамвайчик на гору. Вообще никого. Ты заплатишь 7 евро с человека. Тоже прикол с этими 7 евро. У меня все карта. Я забыл снять наличку. И я такой, ну картой буду везде рассчитываться. И мы в эту гору с Ирой прем полдня, приходим туда. И такие, да, 7 евро. Я такой, ну карта. Не, у нас только наличкой. И я такой, да ладно. То есть на улице дождь. Мы полдня потратили, чтобы туда взобраться. Я говорю, Ира, у тебя наличка есть? Хочу тебя как художника спросить. Хорошо, что у нее была наличка. Это был бы прикол. Ну и все, садишься в этот вагончик. Сам жмешь кнопку такую. И он двери закрывается и поехал. Такой мега современный, мега комфортный, класс. Очень такое все атмосферная штука. Наверх приехали. Туман, все застлал туман. Ни черта не видно. Мы ж туда ради видов щемились. Вообще ничего не видно. Мы такие, ну блин, давай посидим в ресторанчике, попьем пиво. Ира поест штруделей с кофе. Я пиво попью. Пиво вообще такое, когда вот так вот устанешь, если холодненькое, светленькое. Это какая-то песня. Я такой, это что за вкусное пиво у них такое? Я такое еще не пил. Вот мы сидели, слушали, как англичанки тарахтели. Больше туристов, там еще пару человек было, но весь ресторан никого. И распогодилось, и мы поснимали виды на горы, на Баден-Баден. Нам с этим тоже, конечно, в счете повезло. В отеле должна была быть, есть фитнес-раум, своя комната. Как это по-русски-то? Покачаться, потренироваться, там, как правило, стоят пару тренажеров, штанги, гантельки. Я очень хотел там пока потренироваться один вечерок, но такая у нас плотная программа, и мы иногда вечером уже в таком состоянии были, что вообще не до тренировок, поэтому это не получилось. Я даже не выяснил, не видел, как она выглядит. Это комната с тренажерами. Нам сказали, что она есть, когда мы заселялись, но я ее так и не видел. Очень надеюсь, что что-то будет видно из-за дождя и мокрого объектива. И будет хоть что-то слышно, но это я не уверен. В общем,
Я пру, дождь не заканчивается. Пока что все мое обмундирование держит воду. Да, единственное, что в руки было прохладно. Ну и сейчас уже даже стало получше, потеплее, согрелся. А так, пока что все держит. Что вам еще рассказать? Кроме того, что погоды в наших местах мерзкие. И лето началось, и отпуск, точнее, продолжается не очень благоприятно в плане погоды. Вон мои, кстати, я покажу вам защиту. Ну, я первый раз сегодня одел. Вот. Офигенная штука, у меня ноги сухие. Шуи сухие, прямо супер. И так легко не одеваться, просто на липучках цак-цак. Вообще бомба. В последнем дне нашего пребывания в Баден-Баден был у нас водопад местный в Шварцвальд. Переводится как черный лес знаменитый. Это вот тот вот угол, там где угол Германии на самом юге, граничащий там с Францией, что там еще? Франция, Швейцария, Франция и Швейцария, неважно. Ну там, короче, горы, и они все покрыты вот таким лесом. И этот лес такой вот действительно черный, он такой густой, что там в нем вот эти все горы полностью покрыты этим лесом. То есть это не гигантские какие-то, не Эвересты, на которых снег лежит, а это именно небольшие горы, ну, по меркам гор. Наверное, до километра, не знаю, какая самая высокая. И они все покрыты вот этим Шварцвальд, этим очень густым и темным лесом. И там деревья очень высокие, и внизу, получается, очень темно. Там свет не проникает практически до земли, поэтому там такие прямо тропики какие-то, джунгли. Ну и плюс там намного теплее, чем у нас здесь на севере. И что я хотел? А, да, и в этом лесу, значит, водопад. Пошли мы туда. Поехали на автобусе, тоже интересная история. Мы же когда в последний раз на автобусах ездили? Никогда. А у меня же это с работы, это Deutschland Ticket, ну, проездной. И он, по идее, действует по всей Германии. То есть по всей Германии я могу ездить на поездах, на региональных поездах, только на региональных, на скоростных нет. Трамваи, автобусы, в любом уголке Германии, все это бесплатно по этому проездному. Как бесплатно? Он стоит проездной 58 евро, из которых 50 предприятия перенимает, и я плачу только 8. И он мне нужен, чтобы здесь ездить на электричке, на поезде на работу. А по идее, я знаю, что я могу на нем ездить везде, по всей Германии. Я такой, давай заодно и проверим. В общем, да. Я в автобусе бесплатно по этому проездному. За Ирусю пришлось платить. И что интересно, проезд охереть какой дорогой. 3,30 евро проехать мы проехали буквально 10 минут. Раньше как было, я помню, в Шверине ты платил 2 евро и там 45 минут. То есть ты мог там туда-сюда, куда хочешь. А здесь именно пишется пункт посадки, пункт высадки, назначение. То есть ты на нем больше никуда не поедешь, никакого времени, просто 3,30 и все. И обратно, соответственно, опять 3,30. То есть 6,60 мы заплатили только за Иру, чтобы посмотреть водопад. Дорого она обошлась мне. Мы на автобусе. Надо понимать, что места, вот эти Шварцвальд, это очень такие аутентичные немецкие места. То есть там дома все построены в этом стиле Шварцвальда, вот этого юга Германии. Вот, и там все в определенном таком старом немецком стиле, баварском таком. И сама природа, там эти горы с лесами, очень все красиво. В общем, водопад мы нашли, он был не очень большой, но места прямо душевные. Мы получили прямо кайф какой-то там гулять по этим лесам. Водопад небольшой по сравнению с тем, который в Фрайбурге мы видели. Это, конечно, маленький водопадик, но все равно прикольно. Туристов опять было немного, но уже чуть побольше, кстати. Какое-то известное место. Вообще,
все это путешествие мы всегда сравнивали с путешествием в прошлом году в Фрайбург. Это там в 100 километрах буквально тоже Шварцвальд, с другой стороны этих гор. Фрайбург, немецкий город. Он побольше, поинтереснее, соответственно, там развлечения побольше, поинтереснее. Там, если мост, так он на километр, если водопад, то он 100 метров. В общем, там все было вот круче, как бы. Баден-Баден — это такой маленький городишко, да, такой известный, да, с историей, да, с архитектурой, ну, маленький, там 50 тысяч населения. Ну и, собственно говоря, вот это за 3 дня ты все обошел, посмотрел, попробовал, и делать там больше и нечего. Если ты, конечно, не ездишь просто вот чилить на эти воды, на эти сауны, но это тоже не наш вариант. У нас все как-то быстро, мы все пробуем и едем домой. Мы долго не любим вот это вот лежать, отмокать, там, как-то там чилить, короче, долго. Не, это не наш случай. Мы всегда в движении. Короче, это был водопад. Что еще было? Потом было еще казино, посещение монастыря после водопада. Монастырь, ну, монастырь, окей. Но все было закрыто, как бы сам двор мы зашли, все там люди ходили, все, но сам какие-то церкви старые, он там еще в 15 веке основан этот монастырь. Интересно было бы посмотреть, как это все внутри выглядит. Все было закрыто как-то. В общем, мы никуда не попали, ну и особо не стремились, потому что мы как бы зареклись о себе больше по этим церквям, монастырям особо не шастать, потому что получается так, что мы когда без плана куда-то в какой-то город приезжаем, то как бы ты гуляешь по городу, и первое, что ты видишь, это какой-то огромный костел, церковь, монастырь, что-то такое с тех времен, еще инквизиции какой-то. Это всегда грандиозно, огромно, красиво. И мы всегда заходим вовнутрь, охаем и ахаем. Ну как-то это все всегда бесплатно, что тоже нас привлекает. Но как-то все это, я говорю, такое впечатление создается, что мы с тобой какие-то набожные люди. И первым делом в каждом городе заходим в церковь. И поэтому мы как бы решили немножко с этим поостепениться, а более какие-то интересные места посещать. Ну и пока акцентирую ваше внимание, люди мы не особо богатые, поэтому мы все деньги считаем в таких путешествиях. Я еще планировал там зайти, в общем, это был закрыт был эта церковь, все этот монастырь, это монастырь. Потом следующее это казино. Казино прямо возле, в самом центре Баден-Бадена, прямо возле нашего отеля. О, вот это было интересно. Мы туда, и там, короче, так странно все это выглядит. Огромное здание. И там как бы Тринхали, по-моему, или Курхаус. Ну, типа это Курхаус, это курортный дом, что-то такое там. Типа люди отдыхали там. Это с тех еще, с 19 века. А при нем как бы такая маленькая пристроечка, казино, маленькими буквами. То есть абсолютно непримечательно. Хотя это еще Достоевский, даже вот его роман этот «Игрок», он, по-моему, отсюда писанный, с этих мест. То есть эти вся наша вот эта вот элита здесь кутила и просаживала целые имения. Состояние, то есть. Ну, это очень известно. Это типа немецкий Лас-Вегас вообще. Баден-Баден считается. Ну, и мы, короче, в это казино. Ну, что вам сказали? Это какая-то пристройка такая небольшая, маленькие буквы казино. Где все вот это вот, где этот Лас-Вегас? И мы зашли туда, ну так да, там все такое открывается, эти два здания, они как бы соединены одно в другое, там огромные такие лестницы, все это помпезно, все, ну как бы толком ничего не видно. Ну, видно, что там что-то как-то, мы там в окна позаглядывали, где все эти казино, столы эти все, ну такие как-то, блин, ну как-то не впечатлило, честно говоря. Ну и типа 10 евро экскурсия. Если ты 10 евро платишь человека, то тебе типа поводят по этим всем комнатам. И я такой себе, блин, ну что там смотреть-то, господи. И
И не заплатили мы этих 20 евро, а зря, походу, потому что это была одна из фишек этого города, как и термоисточники. И посмотреть надо было бы, потому что мы просто в этом фойе не увидели ничего такого, за что можно было бы заплатить 20 евро. И поэтому и не подписались. А потом в интернете Ира посмотрела, а там, блин, внутри есть на что посмотреть. Там прямо очень все фешенебельно. Ну, там такие фотографии, ого-го. Ну ладно, на этот счет я не особо расстроился. Потом еще мы хотели в Бурда музеум пойти, там современного искусства. Но опять же, там что-то вход 28 евро или что там. Или до 20, не помню. И Ира тут же, а Ира вообще не любительница таких мероприятий, музеев, выставок. А я типа все за интеллектуальный какой-то отдых тоже топлю. Она тут же нашла в интернете отзывы, типа смотреть толком не на что, денег своих не стоит. И это уже был планы уже в самую пятницу, когда мы собирались уезжать домой. И я такой, ну ладно, раз не стоит. То есть я себе уже там представил, что это будет каких-то пару непонятных экспонатов. Ну ладно. Короче, деньги мы считаем всегда. То есть от многого отказ. Мы прямо на все прямо не подписываемся. Там рестораны, вот это все сразу отпадают. Плюс все развлекательные мероприятия тоже все мы очень перебираем. И много очень тоже отметаю. Офигеть, дождь не заканчивается ни на секунду. К слову сказать, к этому сезону я хоть немножко подготовился к нашей погоде, а то вечно насквозь мокрый ездил. Уже как-то более хоть что-то есть для таких погод. Что еще было в Баден-Бадене? Наверняка что-то упустил. Зашли мы там тоже в этот кафе мороженое. Там местный кондитерский, известный, там у них все вместе бар, ресторан, производство. Они делают эти всякие сладости. Ира очень сюда хотела. Тоже там все недешево. Ну, там 25 евро попить маленькую чашечку кофе и каких-то сладостей там Шварцвальд, Кирши, Кухен знаменитый, там еще чат GPT его рекомендовал попробовать, типа из них что попробовать из местной кухни порекомендует. Вот он его рекомендовал, и типа вот эти самый-самый, обычный кухен, причем еще и 6 евро стоит кусочек кухона этого, ну, пирога. По-нашему это, собственно говоря, торт, кусок торта. 6 евро, не самый большой. Надо понимать, у нас вот здесь вот ты зайдешь, и тебе отвалят просто чуть ли не четверть торта за такие деньги. А там такой тоненький кусочек, ну, торт как торт. Ну, короче, это для галочки, для Иры. Ей это важно попробовать. Она получает кайф от этого. Я к этому равнодушен. Что еще мы с собой брали? Пару бутылок Радлера, то, что дома у нас стояло, и 2 бутылки шампанского. И мы эти 2 бутылки шампанского возили, я не знаю, уже несколько лет с собой. И всегда их привозили обратно, потому что не пили никогда. А тут прямо выдули их. У нас там такой в отеле в номере балкончик был уютный. И мы там садились по вечерам, бутылочку шампурика, раз, взрывали такие буль-буль-буль-буль. Было прикольно. Надо понимать, что мы с алкоголем совсем вообще никак. Очень редко и мало. Но хочется какого-то, знаете, в отпуске, в отеле, хоть какого-то праздника все-таки, еще веселья. А ты когда еще пьешь редко, ты там бокальчик выпил и уже покосил. В общем, нормально было, прикольно. Я же тут еще подписался, я рассказывал под общенациональный этот велопроект защиту экологии, да, я рассказывал про что-то. И тут наша местная рыбницкая с нашего городка команда написала на эстраде, пригласили меня к ней.
И прикол в том, что эта акция до 10 июня, видите. А я вступил туда 2 или 3. И один день у нас был только, мы с Ирусей поехали. Там такой отдельный эп, приложение. Я его вроде бы включал. По итогу мы с ней катались. Ну, то есть километры эти, что ты катаешься на велосипеде, оно вносится в эту копилку общего тима, общей команды нашей. И ты как бы потом общее количество километров, проеханное командой, такого-то по такой-то отрезок времени там в году. И, короче, не включилось это приложение, хотя я был уверен, что я его включил. И потом мы ехали, я такой, дай-ка посмотрю, а оно нифига не считает. И я включил, и в результате пока что 4 километра я внес в общую копилку. В общем, стыд и срам, потому что я, хочу с ними катать периодически с немцами. А если они посмотрят, что я там внес 4 километра, то что со мной катать? Потом мы уехали. Сейчас приехали, вчера, был день, мы позавчера приехали в 9 часов вечера, это тоже отдельная история, сейчас расскажу. И вчера день был вот это вот все постирать, поскладывать, поубирать, там, организационные вопросы все порешать. Даже когда на пару дней уезжаешь, что это все скапливается. В общем, не до велосипеда. Вчера целый день также, вечером я еще тренировался вчера. В общем, вечером дождь. Короче, все мимо. И сегодня уже 8 июня. У меня остается 3 дня, включительно с 10, чтобы хоть что-то внести в общую копилку. Не знаю, я сейчас включил это приложение. Но так как дождь, у меня телефон где-то в рюкзаке, в кульке далеко замотан, спрятан. Я даже не могу посмотреть, проверить, он считает, нет. Очень надеюсь, что считает. Я уже на фломастере проверю, на блошином рынке по месту. Если что-то, хоть обратную дорогу включить. Ну или он глючный, и толку его включать, что он сам выключается. Потому что у меня всегда включены, когда я еду на велосипеде, 2 приложения. Strava, Relife. И сейчас еще добавилось это, Радельштадт называется. Такая вот история, да. Про обратную поездку. Это был как раз старт праздников и длинных выходных. А в Германии всегда начинается какой-то дурдом. Если один день магазины будут закрыты, типа, в воскресенье здесь все закрыто. Но если еще вдруг, например, выпадает, что праздник в понедельник, и тоже магазины будут закрыты, это начинается катастрофа. Немцы просто начинают все скупать, сгребать, типа как будто потом 3 года ничего не будет работать. Но это они ни при чем, потому что мы точно так же делаем. И куда-то они щемятся. Длинные выходные, они начинают по всей Германии кататься. В общем, на автобанах коллапс. И мы вместо 9 часов обратно ехали 11. Выехали 9:30, приехали в 9 вечера. Я 7 часов проехал, по-моему. И уже вообще там такое интенсивное движение было, капец. И я вымотался. И последние 4 часа ехала уже Ира по нашей Мекленбургской свободным автобанам. Свободным, потому что Google Maps повел нас бундесштрассами, то есть такими не по автобанам, а мелким дорогам между деревнями, вот такое, там где ты ездишь со скоростью 50 км в час, там где каждые 2 километра деревня. И вот так мы прямо, и там движение интенсивное, и там уже я могу Ире доверить. Потому что на автобанах возникли пробки, и Google Maps нас спросил, хотим ли мы это. Он даже сам нас увел с этих пробок. Но вот так вот через такие чигирями какими-то дикими просто. И потом мы посмотрели, на автобане пробки стояли по 45 километров, прикиньте. То есть в такой пробке можно постоять реально полдня. Вот так мы ехали обратно.
сел аккумулятор опять как-то сильно быстро. Что из последнего я записала, что нет. В общем, моя последняя тирада была о том, как мы встретили на парковке в тех гаражах в Баден-Бадене читу пенсионеров, состоящую... Давайте коротко попробую еще раз это все рассказать. Мы спустились на парковку к нашей машине и увидели, что возле нашей машины стоят трое пенсионеров. И как бы мы подумали, что они поцарапали машину, потому что все как бы на то указывало. Но на самом деле они просто стояли, рассматривали наш номер, который никогда не видели, и VLR, и как вот мы столько проехали, зачем, когда у нас там так классно наверху. Даже они классно, они даже сказали, что они не знают, где это. Ну, они не сказали, что не знают, где это, они сказали, что они не знают такого номера VLR. Где это, они все-таки знают. Ну и Ира посетовала, что у них здесь, мы сказали, что нравится, только единственное, что горы, и типа мы устали вот по горам вашим здесь бродить, лазить. И эта женщина сказала, что там типа вам жаловаться, мне 91 год. И тут мы прозрели, типа 91 год, да камон. А вот моему брату, который рядом стоял, 80 лет. Надо понимать, что они сами за рулем приехали, и это просто удивительно. То есть эти люди, им 80-90 лет, они ездят по отелям, по ресторанам, у них есть какие-то интересы. Ну, в общем, это я себе рядом проехал. Это нет слов. Какая огромная разница между нашими пенсионерами и здешними пенсионерами. И даже дело не в достатке, это тоже, конечно. А в том, что у этих есть какой-то, у этих не то, что интерес к жизни, у наших тоже есть жизнь, интерес к жизни. Просто это интересы какие-то такие, знаете, ну вот поковыряться там в нижнем белье, как-то там какие-то сплетни, какой-то там вот пожрать, выпить, закусить. Вот, как правило, на этом все и заканчивается. А эти путешествовать, набираться новых эмоций, новых впечатлений. Даже если тебе 90 и тебе скоро умирать, они все равно путешествуют, не сидят, не скулят. Удивительно. Конечно, гены очень хорошие у немцев. Они просто здесь сплошь и рядом долгожители. И надеюсь, я хотя бы в 60 буду такой же активный, как они в 100. Так, друзья, ну что, еду я с Фломарта домой. Посетил я Фломарт, купил 2 пластинки на 25 евро.
Queen пластинку, более или менее все пластинки. В общем, это был тот продавец, за который я говорил, что всякое фуфло по космическим ценам. Ну тут еще более... Этот чувак, я его еще знаю, вот сколько я эти пластинки... Еще в Шверине я еще, когда пластинки покупал, собирал, он еще там продавал, как правило, всякое Г. Ну, иногда у него попадались интересные пластинки. Но еще со Шверина я его знаю. Только теперь еще сынок его какой-то вместе с ним работает. Вот так люди, блин, вот занимаются конкретно вот этим фломартами. Продают, скупают старье, продают, покупают, продают. Короче, Queen за 20 у него стоял, и Сандра за 9 евро. И еще пластинку я нашел Led Zeppelin номер 1 альбом. Тоже за 20 евро у него стояло. Все вместе я говорю, блин, сколько будет стоить? 49. Так кому? В общем, состояние Led Zeppelin вообще какое-то убитое. То есть за десятку я бы купил. Queen тоже не ахти какой, но получше состоянием. Сандра вообще в хорошем состоянии. В общем, я выторговал у него Сандру и Queen за 25 евро. Все. Все, что я выторговал. Я говорю, давай Led Zeppelin за десятку заберу. Нет, и что, это так редко вообще. Такая редкость. Вот действительно, вот этот номер 1 я вообще ничего нигде не видел, честно говоря. Ну, блин, в таком состоянии за 20-ку брать, ну, наверное, за 15 я бы выторговал. Ну, что-то, блин, 40 евро тратить на пластинку. Что-то как-то... Не, одну пластинку купить, 2 там максимум, на 25-30, вот мой бюджет. Больше это уже какое-то транжирство, не по моим деньгам. В общем, куртка высохла, я весь высох. А вот штаны, я не знаю, я под ними или промок, ну, вспотел так сильно насквозь, или они промокли, я не могу понять, но я весь мокрый под ними. Все, еду домой, по дороге еще сделаю распаковку, чтобы потом нарезать фоток для превьюшки на это видео. В общем, я доволен. Дождь закончился, но будет еще. Получилось 38 километров, 76 будет всего. Я доволен. Эп, который с этот штат Радельн, вот эта вся история немецкая, пишет, записывает, чему я тоже рад. Погнали! Велосипед этот привлекает внимание. Когда я с ним не появился, не снял. Что за велосипед? Карбон? Все подвесит, покажи вчера. 8,5 килограмм. Сколько? 8,5. Сколько? Уже 8. Да ладно. Короче, ем свои запасы стратегических углеводов. Еду домой. Не буду делать традиционную распаковку пластинок по дороге. Ну, вот так вот погода. Только дождь пойдет. Уже дома сделаю распаковку. Чего я там накупил. Сейчас жму прямо домой. До дома 40 километров. Погнали. Еду и радуюсь, что я поехал. Вот что бы я сейчас сделал? Вот просто бы купил бы дома какое-то видео, смотрел бы. Да, мы долго завтракали, раскладывали, собирали. Потом мы обсуждали какую-то фигню политическую. Короче, потом бы я смотрел бы в Фейсбуке, в Ютубе какую-то хуйню бесконечную. А так съездил. Пофигу вообще на этот дождь. Ну, еще лучше защищаться. В принципе, у меня есть панчо. Дождевик на сезоны можно было взять. Так-то рюкзак надо. Накидку на рюкзак, он весь мокрый насквозь. Но так, в целом, особенно я доволен этими бахилами. Просто гениальная вещь. 3 копейки стоит. Одеваются просто и легко. Держится отлично и ноги сухие. Красота. И вообще съездил,
Весь этот шпас, все это удовольствие стоило 25 евро. 80 километров проехал, пластиночку купил, из дома пива, правда, нет. У меня, наверное, еще Радлер есть. Радлера возьму бутылочку. Нет, не буду. Послушаю пластиночки. Такой кайф. Вот именно вот сейчас хорошо. В моменте. Вот как-то не передать. Вот когда думаю, зачем ты вот это в велосипеде, в дождь. Типа, всем кажется, что это надо себя как-то заставлять. А мне вот прямо доставляет удовольствие. Ты едешь по городу, за городом, в наушниках играет какой-то джаз или метал. У меня там солянка, будь здоров, разножанровая. И такой играет джаз, ты такой едешь не спеша, играет метал, ты такой притопил. Это активная медитация. Это просто какой-то кайф. Вот я съездил и кайфанул от всего. От езды, от поиска пластинок, от покупки, потом от прослушивания, от брызг вот этой машины. Кайф, хорошо, хорошо. И я не как-то не принуждаю себя, не заставляю себя, я кайфую. И это объяснить человеку, который не болеет велосипедом, невозможно. То есть он думает, блин, Настя заставлять, мучиться, мокнуть, потеть. Ты только можешь объяснить это, а ему уже, соответственно, объяснения не нужны человеку, который тоже болеет велосипедом. А все остальные никогда не поймут, какой это кайф. В общем, я же наверняка не договорил, мне сейчас надо за эти 3 дня до 10 июня максимально проехать количество километров, чтобы внести хоть какую-то свою лепту в это общегерманское велосипедное дело. Общегерманское звучит странно, да? Наверное, общенемецкое. Еще раз, друзья, садится аккумулятор. Не уверен, что что-то записалось. Итак, для превью. О! Походу где-то я забыл выключить камеру, потому что она горячая и разрядился аккумулятор. Все, друзья, это была распаковка, это был небольшой велотурчик на 76 километров. Капец, я успел домой, посмотрите, ливень с градом пошел, а я еще по дороге снял все с себя, все от дождя, куртку, бахилы, штаны, все переоделся полностью. И сейчас бы я встрял бы насквозь. А я успел. Я вот только 5 минут зашел домой. Град, просто ливень. Ну что, друзья, делаем распаковочку наших пластиночек. Да, Кися, что скажешь по этому поводу? Ничего не говорит. Очень счастлив. Говорит, наконец-то ты четкие пластинки купил, да? Горда за тебя просто. Ну, друзья, я по традиции делаю слабоалкогольный кофе. Берите детей. Начнем с Сандры. Так, я купил, если что, напоминаю, Queen Сандра. Queen поскока, ну, вещь легендарная. Грех было не взять, правильно? Ну что, как наш... Приезжаем. Надеюсь, тут легендарный альбом. Ну что я, честно говоря, не знаю, какие у нее альбомы, но есть вещи, которые я в молодости заслушивал прям на ее. О, да. О, да. Into a Secret Cloud. Да.
Помнишь это? Классика. Окей. Давай. Напряжем чат GPT, чтобы выключать. Времени нету. Правильно. Еще чат бросит. Расскажи коротко, но интересно об этом. Рад. Альбом Into a Secret Land. Третий студийный альбом немецкой певицы, вышедший в 1980 году. Это одна из самых атмосферных и зрелых работ, в которой соединились мечтательный синти-поп и загадочные восточные мотивы. Продюсером прежде Хейл Кре, автор проекта Enigma. Чем он интересен? Главный хит альбома Heaven Can Wait, который стал международным также в альбоме Secret Land, редкой песни Фабрик. Визитная карта. Звук здесь более кинематографичный, это уже поп, почти саундтрек. Клип, я помню, с Сандрой Secret Land до мурашек, просто я мог его бесконечно слушать. Пластинка яркий пример того, как в конце 80-х музыка обцевали глубокой по звучанию. Факхи для количества трек-лист. Нет, не хочу. Окей. Сандра, друзья. Теперь Queen. Queen прям какой, да, разворот. Давайте пару слов. Окей. Расскажи об этой пластинке коротко и альбом Queen, A Day. У меня те, кто знает английский, это те, кто ругаются, что я название велосипедов не так читаю. Они еще не сказали. Вышел в 1976 году, вы подумайте, он мой ровесник, я 75-го, ему 49 лет. Стал первой полностью самостоятельной работой, был записан без участия внешнего продюсера, только с силами самих Queen. Своеобразный брат-близнец предыдущего альбома, даже название снова отсылает к Мару, на этот раз к фильму. Что в нем особенного? Альбом открывает мощным гитарным хард-роком Брайаном Мэй. В нем же самый боди лав, госпел, рок, король вокал, вдохновленный ари. Закрывает театр песни, пьем на япон, в честь японских фанатов. Окончательно обрели творчество виси. Она полна контраст, жёлтого, дубова, юмора. Считается одной из недооцененных жемчужин их каталога. Настоящий винтаж. Чтобы он забавить, что пофоткать там. Расскажи все, что ты знаешь об этой пластинке. Какого года, какой пресс, сколько ее стоимость, например, сейчас на рынке. В общем, все, что ты найдешь об этой пластинке. Ищет его здесь прямо eBay, Amazon, Discord. Вот два поиска, 16 тысяч источников. Вот подробная картина вашей пластинки Queen, одна из раз. Год и пресс. Год выпуск 10 декабря 1976. Ман, ей след. Это пятый студийный альбом Queen и первое их полностью британское издание EMI. То каталог MMT 104, 10 трек, Иненслеве с обрезанными углами, матрица 1U для первого пресса. Американское издание Электро, каталог 6E 101 пресс. Я не понял, это американское. Что внутри художественная ценность? Включает Summerboy, альбом до номера 5 США. Так, ложка двойной гад, фотографии участников, текущие цены на виниле, оригинальные пресс 76-7 года, американский 6E101, обычного личного VG состояния, 20 хороним, 36 редкие версии до 200, британ пресс 200, переиздание и ремастеризация 80 грамм от Холлида, 40-50, стандартный ремастер 10. Как узнать ваш экземпляр и его ценность? Проверьте мат на Руно, версия на прессинга УК, версия с регулярными углами, это первый пресс. Делетион ночь, вырубка на обтоге и потенциал вашей пластинки 2. Подытожим, это именно 1976. У вас ценная классика, либо американская, точная цена состояния, ценка на рынке, 20 мат, вариант. В общем, друзья, вот как я и говорил, у этого барыга нельзя. Вышина. Это германский выпуск 76-77 года. Главный 1C0. Сделан Эми Электрова в Кёльн. Фабрика 4P, Николаевский. Для версии и серии. Это оригинальный прессинг для Германии.
не поздний на 45, туда там указано Renault, метки и обозначения. Рыночная цена Германии, согласно аналитике за Нермин от 13 до 19, Экверикс от 10 до 4. У меня состояние от 7 до я вместе с Сандрой. Короче говоря, я сделал текущее предложение на eBay, порядка 20. Особенности вашей серийной проблемы на заднике именно итальянской. 3 будет. Есть состояние визуально выглядит неплохой, а 15 неплохо, наверное, 15 крас. В идеале я не мог фиргу под ней достойная. Все, друзья, это была достойная, вполне редкая, вполне достойная. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.